Приветствую вас! Об этом сидельном тягаче знает, наверное, каждый водитель, который застал Советский Союз. Кто-то вспоминает его хорошим словом, а кто-то не очень. Да и вообще этот тягач получился противоречивым автомобилем. С одной стороны, хотелось создать машину не хуже Шкоды 706 РТ, по сути, с которой проектировался будущий КАЗ. С другой стороны, куча недоработок и просчета при конструировании тягача вылились в боли и слезы многих водителей. Даже поговорки по Союзу ходили: кто в Одессе не бывал, тот не видел горя, кто на КАЗе не работал, тот не знает горя. Или запорожец не машина, колхида не тягач. А прозвищ вообще не счесть. Это и жаба, и цирковая лошадь, и панихида, и подгорный тягач и так далее. Этот тягач разработали на Кутаисском автомобильном заводе. Именно этому заводу в 1958 году Госпланом СССР было выдано техническое задание на разработку и дальнейший выпуск бортового грузовика и унифицированного с ним сидельного тягача в новой для Советского Союза бескапотной компоновке. Ведь в то время страна остро нуждалась в большегрузных автопоездах, способных перевозить грузы при возросшем грузопотоке. И на заводе, на котором до этого собирали ЗИЛ-150 и 164, приступили к разработке новой машины. За основу был взят тот же ЗИЛ-164, узлы и агрегаты которого заводчанам были хорошо знакомы, но были уже приспособлены к использованию с учетом бескапотной компоновки машины. Все узлы крепились на клепанной раме, которая состояла из двух штампованных лонжеронов швеллерного сечения переменного профиля, соединенных 4 поперечинами. Силовым агрегатом на первых моделях служил бензиновый рядный четырехтактный шестицилиндровый двигатель КАЗ-120Т2 мощностью 104 лошадиных сил. На модернизированных версиях КАЗ-606А установили новый шестицилиндровый двигатель ЗИЛ-157КЯ такой же мощности. В паре с ним работала пятиступенчатая механическая коробка передач. Пятая передача была предназначена для передвижения порожнего или не полностью загруженного автопоезда по дорогам с хорошим покрытием. Крутящий момент от двигателя передавался через карданный вал на задний ведущий мост с помощью шарниров на игольчатых подшипниках. Колесная формула тягача 4х2. Передние и задние подвески на продольных полуэллиптических рессорах с качающимися задними серьгами. Передние с гидравлическо-телескопическими амортизаторами двухстороннего действия, задние с дополнительными рессорами. Но самой отличительной частью данного автомобиля это была его прогрессивная на то время бескапотная цельнометаллическая кабина, в которой, кроме всего прочего, было спальное место. Что нужно отдать должное инженерам Кутаисского завода, подсмотревший дизайн у чешской машины. Но в отличие от Шкоды, у КАЗа кабина была неоткидной и крепила жестко к раме болтами с резиновыми подушками, что доставляло на первых машинах неудобства при обслуживании двигателя, ведь ремонтировать двигатель приходилось в кабине. Плюс к этому через неплотно прилегающий кожух в кабину попадали выхлопные газы. Впрочем, кабину со временем сделали откидной, но проблемы с выхлопами остались. Сиденья водителя и пассажира, которые размещались по бокам двигателя, сделали нерегулируемыми. На крыше кабины располагались 2 люка для вентиляции, которые на 606А версии убрали. Остекленение кабины было по всему верхнему периметру. Так как тягач КАЗ-606, в отличие от грузовика КАЗа-605, должен тягать полуприцепы, то его снабдили сидельно-сцепным устройством, которое обеспечивало полуавтоматическую сцепку и расцепку. Вдобавок тягач оборудовался клапаном тормозов полуприцепа и соединительной головкой для присоединения пневмосистемы полуприцепа. Благодаря энтузиазму работников завода экспериментальные образцы грузовика и тягача были построены в короткий срок, и в этом же 1958 году были готовы к заводским испытаниям. Автомобили прошли несколько десятков тысяч километров по дорогам Кавказа, а в феврале-марте 1959 года были продемонстрированы в Москве на ВДНХ СССР. Но так как страна нуждалась больше в тягачах, нежели в грузовиках, то приоритет на запуск в серийное производство отдали именно тягачу, а производство бортового грузовика КАЗ-605 решили отложить до лучших времен, которые так и не настали. Сидельная же КАЗ-606 «Колхида» пошла в серию со второй половины 1961 года и выпускалась всего год, пока в 1962 году не начал сходить модернизированный КАЗ-606А.
Первая партия тягачей стали поступать на автотранспортные предприятия, где их сразу ставили на обслуживание междугородних перевозок. В принципе, Колхида получилась довольно хорошей машиной. Удобная кабина со спальником, рычаг передачи расположен на рулевой колонке, вентилятор для обдува водителя. Но все достоинства портил слабый для этого тягача двигатель. А если к нему прибавить низкое качество сборки, регулярные поломки, из-за чего она быстро становилась донором запчастей для ЗИЛа-164, никудышная проходимость и управляемость, то автомобиль становился поистине болью для водителей, которые на нем ездили. Не спасла даже дальнейшая модернизация данного автомобиля, где она получила новый индекс КАЗ-608. Но несмотря на все косяки, машина внесла огромный вклад в развитие грузинской, а также советской экономики. При всех ее многочисленных недостатках, массовость данного тягача покрывала любую потребность в грузовиках. Именно поэтому КАЗ-606 не оставил после себя совсем уж негативной памяти. Ведь сидельный тягач КАЗ-606 Колхида стал своеобразным примером принципа «хотели как лучше, а получилось как получилось». И если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.